Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какое же судьбоносное знакомство вас ждет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, вы такой всесторонне развитый. Вот я прям даже не знаю, с чего начать. Во-первых, вы очень такой рукастый. Но рукастый не в том смысле слова, что у вас большие руки, а мастер на все руки, да, вот вы можете отремонтировать. Вы можете ремонт сделать, то есть вы можете владеть несколькими профессиями. Причем здесь может даже проигрываться какая-то, ну, такая творческая жилка. Либо же там вы рисуете, там, я не знаю, лобзиком пиляете, может быть, там резьба по дереву. Ну, то есть все что угодно. Может быть, на пианино вы играете, там еще на чем-то. Ну, то есть очень-очень много у вас таких навыков, что вам можно только позавидовать. Вы такой товарищ довольно работоспособный. Причем вам как-то, вот знаете, ну не страшна никакая работа. В саду или в огороде, да, вы будете работать там на даче, дома, где угодно. Вот вы не боитесь работы. Может даже быть такой момент, когда вы даже в выходной впахиваете там, ну на той же даче, либо же если у вас частный дом, вы можете впахивать с утра до ночи, а потом вечером уже ну просто падать без задних ног. Вы человек, который всегда, вот знаете, еще подстраивается под других людей. Вот именно вы готовы прогнуться, если нужно, особенно это касается женщин, где-то уступить, да, где-то наступить на свое эго, на свою гордость, да, особенно если это любимая женщина. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы человек, я бы скорее сказала, что, ну, такой полуночник, сова, как еще называют, да? Может работоспособность даже просыпаться у вас ночью, в позднее время, да? То есть вы, может быть, ложитесь очень поздно спать. Ну, то есть такой вот вы активной ночью бываете. Ну, это может, в принципе, быть связано даже с работой. Может быть, вы посменно работаете. Это тоже проигрывается. Ваши четвероногие друзья – это ваши, ну, реально настоящие друзья. Уже не раз у нас выпадало это в раскладе, да, вот в сигнификации, что вы очень любите животных, причем вы можете даже, допустим, бездомных животных приютить, либо же накормить, как-то вот, да, вот помочь им, там, может быть, в клинику отвезти. Вот четвероногий друг – это ваш на данный момент, ну, самый такой основной пушистик, такой самый главный друг, которого можно не просто потискать, а и поделиться, да, вот поплакаться какими-то там проблемами своими, да, поделиться тем, что наболело. Ну, то есть все свои какие-то невзгоды вы можете им рассказать. И вы знаете, что никто не будет вас высмеивать, никто не будет унижать, оскорблять и так далее. Еще что было в вашей жизни? В вашей жизни была магия, кстати. Снова у нас это не первый раз выпадает, и я поэтому, ребята, делаю акцент на то, что если вы что-то чувствуете, вот, и, либо же в своем самочувствии, да, или же что-то у вас не так идет в жизни, вот я вам рекомендую просто сделать диагностику, чтобы уже быть спокойным, связано это с магией или нет. Вот ваша неудача, либо же какое-то плохое самочувствие. Может быть, вы с женщинами долго не можете устроить личную жизнь. Ну, то есть у каждого свои проблемы будут. Далее, вот сказать, что вы такой вот прям сильно домашний, вот я не могу. Да, вы работящий, вы все по дому сделаете, да, такой вот вы. Домостроевец даже в каком-то смысле, да, такой вот порядок, все должно быть по полочкам. Вот вы очень любите порядок. Кстати, у вас кулинарные способности на высоте. Вот чуть не забыла за это сказать.
Вы умеете здорово готовить, кушать. Причем даже, может быть, вы были самоучкой. Я не могу сказать, что вы где-то специально учились там на повара. Ну да, что-то, конечно, мама там, может быть, подсказывала еще по молодости, там, либо же в детстве. Но вот вы многие рецепты вот сами выискиваете, да, может быть, как-то их совершенствуете, переделываете. Потому что рядом вот я не вижу женщины, которая на данный момент могла бы там поляну вам накрыть, да, приготовить, либо же ждать вас с горячим ужином. Ну вот нет пока такой женщины. Хотя вот я вам скажу по секрету, в принципе, она-то есть. Женщина, которой вы нравитесь. Она живет совсем рядом возле вас, ну такая влюбленная соседка, назовем ее так. Ну это такую маленькую интригу я вам забросила, люблю я это дело, вы знаете. Поехали дальше. Так вот, назвать вас таким прям домоседом я не могу. Раньше, конечно, вы были еще такой, еще больше энерджайзер такой, еще больше заводной. Ну и сейчас, в принципе, вы довольно легкий на подъем. Вы, если нужно, допустим, помочь кому-то, там, друзьям, приятелям, родственникам, вы с легкостью сорветесь с места, вы помчите, полетите, да, там, либо же где-то посидеть, если вас приглашают друзья, либо же там на помощь помчите. Ну, то есть вы не боитесь бросить все и помчаться. Тем более, что рядом сейчас женщины нет, вот семьи рядом я не вижу, поэтому, ну, что вам терять? Да, самому бывает скучно, бывает одолевает тоска, не без этого. Поэтому почему бы не рвануть, да, с друзьями где-то посидеть просто, чтобы немножечко так развеяться. Так, ну вот личная жизнь вот пока оставляет желать лучшего. Как раз вот личная жизнь – это ваша такая слабинка, это ваша больная тема. Потому что женщина, которую вы когда-то любили, она осталась далеко позади, и с ней связаны очень неприятные ощущения. Мы не будем вникать сейчас, да, не будем бередить душу, потому что это развод, разрыв, да, у каждого по-своему проиграется. Не хочу и вам лишний раз бередить душу, но тем не менее я вам скажу, что вот есть некое такое связующее звено между вами. Во-первых, остались общие, ну, знакомые, что ли, друзья, приятели, вот которые с вами, и с бывшей общаются, и которые, ну, я бы сказала, ну, как бы подслушивают, подсматривают за вами, что ли, а потом ей доносят о вашей жизни, как вы живете, с кем вы живете, либо не живете, да, ну, то есть все, что происходит в вашей жизни. Так вот, смотрите, у нас расклад судьбоносное знакомство. Но то, что я сейчас вижу, да, вот я вам скажу, что это судьбоносное знакомство, оно, в принципе, ну, в каком-то смысле уже произошло даже, наверное, у вас. Просто вы на это не обращали внимания. Вот эту вот свою, ну так сказать, судьбоносную знакомую вы уже знаете. Еще больше интриги я вам добавила, да? Это женщина, вот которую вы реально знаете. Я буду вас подводить постепенно, медленно. Она довольно хороша собой. Она, ну, я думаю, немного моложе вас. Ну так, плюс-минус вот возраст вашей бывшей, но я думаю, она моложе все-таки вас. Хотя, опять же, у каждого по-своему проиграться может. Когда-то она была такая, ну, веселушка-хохотушка. Она такая, ну, в принципе, и сейчас она такая осталась. Но раньше еще больше она такая заводила, душа компании была. То есть она любительница была погулять, покутить, посидеть там где-то с друзьями, приятелями. Ну, я не говорю, что она беспорядочную жизнь с мужчинами вела. Нет, здесь именно вот погулять, пожить для себя. Когда-то она была такой. Теперь она вот, ну, может быть, я не знаю, последние годы она остепенилась. Эту женщину вы знаете. Я сейчас буду вас подводить постепенно, постепенно, да, что же это за женщина.
Она очень такая любопытная. Она такая любопытная. Вот так и хочется сказать, любопытной Варваре нос оторвали. Я не скажу, что она любит сплетничать, но вот подсматривать, выслушивать, вот как-то, знаете, совать свой нос куда надо и куда не надо, вот она любит. Эта женщина знает и вашу бывшую, и знает вас. С этой женщиной, естественно, вы общались, да, вы знакомы, как я уже говорила. Даже может проиграться у некоторых, что она вам, ну, как женщина, чисто внешне, она симпатична и раньше была, ну, может быть, и сейчас даже. Я в конце видео назову, конечно же, кто это. Может быть, вы раньше догадаетесь, можете мне писать свои варианты. То есть, как женщина, она вас, может, даже привлекает, либо же привлекала. Просто потому, что она хорошенькая. Да, она шухерная. Она очень такая шустрая. Она женщина-огонь. Она очень любит давать советы. Причем и вам, и бывшей. Но опять же, у кого может проиграться, что она только бывшей больше советы дает, у кого-то и вам, и ей, то есть, опять же, просто потому что это общий расклад, может проиграться у всех по-разному. В каком-то смысле она, когда вот вы жили еще, когда у вас была семья, ну, она вам завидовала. Завидовала именно вашему семейному очагу, вашей семье, тому, что происходило вот между вами. Она видела, как вы относитесь к своей на тот момент жене, да, к бывшей. Она видела, как вы вкладывались. Она видела, как вы любили, как вы боготворили, и ей очень этого хотелось. Она, вот знаете, в тайне, ну, я бы даже сказала, в каком-то смысле в вас была влюблена. У кого-то, может быть, даже сейчас влюблена. Это женщина, которую вы очень хорошо знаете. Да, она такая непоседливая. Я думаю, ее узнать вот из своего окружения очень легко. Я потом в конце видео более конкретно скажу именно кто это. Причем, смотрите, она о вас давно мечтала. Вот когда вы еще были вместе с вашей там, женой, да, когда была семья, вплоть до того, что вот она вот так лежала в ванной, да, и мечтала о вас, думала о вас. Вот ей хотелось иметь такого мужчину рядом. Да, она нагулялась, накутилась, там, назажигалась. Ей захотелось остепениться, ей захотелось вот такого мужчину надежного, сильного, любящего, вот как вы. А давайте-ка все-таки уточним. Вот она как-то флиртовала, может быть, с вами, проявлялась или нет. Ух ты! Может у кого-то из вас даже проиграться, что эта дама, которую я в конце назову, которая может стать вашей судьбоносной женщиной, да? Эта дама могла прибегать даже к приворотам. Но опять же, там не получилось, либо это она сама делала не умеючи, либо же она просто к какому-то мошеннику обратилась, и там не вышло ничего. Она могла даже пытаться вас приворожить. Не раз была ситуация, когда она садилась вам написать, ну, может быть, даже «Привет, как дела?», либо же просто там, знаете, ну так, дружеский смайлик какой-то послать. Но потом это все удаляла, вот как-то она не решалась себя проявить. Хотя, я вам еще раз повторяю, эта женщина тоже вот чисто внешне, может быть, фигура, она вам симпатична. Я не скажу, что она какая-то там некрасивая, вообще неприглядная. Она вам симпатична. Даже может проигрываться, что некоторые из вас тоже думали о ней какой-то период. Опять же, общий расклад, помним об этом.
Смотрите, что будет дальше, да, вернее, что может быть, да, мы смотрим на будущее, что может быть. С этой женщиной у вас может быть любовь. Причем любовь такая довольно страстная, любовь взаимная и любовь, ну, которой, наверное, давненько у вас не было. Она вообще сама по себе такая очень необычная женщина. Но в любви, вот в любви она хороша. Вот она нагулялась, она, знаете, как будто поднакопила всю свою такую женскую энергию, всю мощь, вот все, что в ней было, да, вот она поднакопила для серьезных отношений. Ей хочется вот на кого-то это выплеснуть. Вот поскольку вы интересны, ей хотелось бы это все выплеснуть, свою заботу, любовь, нежность на вас. У вас не могут быть и серьезные отношения, да, а там уже и дальше все вытекающие последствия. С этой женщиной будет, я не скажу, что всегда просто и легко. С этой женщиной будет иногда как на вулкане. Она эмоциональная, она активная, она, ну, готова на голове стоять, если нужно. И кто же, вы думаете, эта женщина? Барабанная дробь. Это приятельница, ну, либо же хорошая знакомая, назовем ее так, вашей бывшей, которую вы знаете, с которой вы знакомы, с которой вы, естественно, пересекались. И отсюда вот все, что я рассказала, да, вот это касается вот, опять же, у кого как проиграется. Это может быть близкая подруга, может быть просто приятельница, может быть знакомая бывшей, но с которой вы вот как-то где-то пересекались. То есть вы общались, может быть, в компании, может быть, она к вам домой приходила, там, на шашлыки, на природу, еще куда-то. То есть, получается, вот они вроде бы дружили, допустим, да, а глаз она положила на мужа, то есть на вас, да, вот когда еще вы были в отношениях. То есть это такая вот долгая симпатия. Если вы приложите усилия, да, если вы захотите, тем более у вас телефон есть, да, вы можете общаться с ней, вы можете сами сделать этот первый шаг, и тогда быстрее будут развиваться ваши отношения. Потому что вы сблизитесь очень быстро. Потому что она первая, она боится проявляться, как я уже говорила. Вот она побаивается проявляться. Поэтому смотрите, если в вашем окружении, если у вас резонирует этот расклад, вы можете проявиться, написать, позвонить, как угодно, да, если вот есть такая дамочка, подружка бывшей, которая вам интересна, пожалуйста, отношения и любовь вам с ней гарантированы, судя по раскладу. Она может стать действительно вашей судьбоносной женщиной. Поэтому дерзайте, пусть вас не пугает слово «бывшая», и вперед из песни завоевывайте подружек всем врагам назло. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!